Всем привет! Когда Европа вводила против России все более жесткие экономические санкции, никто там, похоже, даже не задумывался о последствиях, наблюдаемых ныне. А сейчас вся промышленность Европейского Союза, включая отрасль автокомпонентов, в полной мере ощущает на собственной шкуре, каково это обрубить экономические связи с Россией. Надо полагать, там считали, что термоядерные санкции быстренько, всего за пару месяцев, грохнут российскую экономику. В стране начнется хаос и нищета. И на ее обломках можно будет восстановить безропотную систему перекачки дешевых природных ресурсов из России на Запад, как в старые добрые. Однако развала Российской Федерации не случилось. Прошедшие почти уже 2 года с момента начала СВО показали, что отказ от российских нефти и газа для промышленности Европы стал сильнейшим стрессом. Ведь она прекрасно себя чувствовала благодаря 2 ключевым факторам: собственным продвинутым технологиям и дешевому сырью из России. Особенно сладко в этом смысле жилось Германии, ведущей экономики Европейского Союза. Нет, нефть и газ она и сейчас может приобретать в любых количествах, но только намного дороже, чем раньше. И вот промышленное производство стало скукоживаться. В частности, на днях немецкие СМИ узнали о планах компании Michelin закрыть производство грузовых шин в Германии. К концу 2025 года выпуск покрышек остановится сразу на 3 предприятиях. В качестве причин такого решения представители Michelin называют рост цен на энергоносители и наплыву бюджетных шин из стран с низкой оплатой труда. Немецкие предприятия больше не могут экспортировать конкурентоспособную продукцию в другие регионы. Производить здесь слишком дорого. К сожалению, для Европы это становится тенденцией. Месяцем ранее американский производитель автомобильных шин Goodyear также решил закрыть 2 свои предприятия в Старом Свете, явно по тем же причинам, что и Michelin. А вы знали, что на Автоспот можно найти не только лучшее предложение по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов? Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Ссылку на секретные акции, скидки и спецпредложения я оставил в описании, пользуйтесь. Там же вы найдете лучшие предложения на новые автомобили. Если в ближайшем будущем в экономике Европы ничего не изменится, то по стопам закрытых заводов пойдут прочие производители автомобильной резины. Против дорогой энергии и сырья не попрешь. Разве что Nokian да Michelin имеют шансы побороться за свое существование на родной земле. У финнов и французов есть в распоряжении собственная атомная электрогенерация. Хотя не факт, что это им сильно поможет в борьбе с дешевыми китайскими покрышками, настырно пробирающимися на рынке ЕС. Свертывание европейской шинной индустрии может привести к парадоксальной ситуации. Дело в том, что уход западных шинников из России не привел к закрытию организованных именно на нашей территории производств автопокрышек. Заводы Nokian в Липецкой области и Continental в Калужской продолжают работать под другими брендами. Yokohama в Липецке и Pirelli в Воронеже и Кирове вообще никуда уходить из нашей страны не собираются. Из иностранных производств разве что Bridgestone в Ульяновской области сейчас не работает. Говорят, ищет нового российского владельца. Да подмосковный Michelin полностью прекратил какую-либо деятельность. Ну а старые советские шинные предприятия, те же Ярославские, Нижнекаменские и прочие заводы, спокойно выдерживают конкуренцию с китайскими поставщиками. И вполне может получиться в итоге, что на европейском континенте от Португалии до Урала шинная промышленность сохранится преимущественно в России, прекрасно себя чувствующая на дополнительном сырье и недорогой энергии. Но есть одна опасность, что когда в Европе загнется производство, наши промышленники не упустят свое и поднимут нам цену. А с бензином разве не так? Казахам дешевле, чем своим, газ китайцам дешевле и шины взлетят, особенно без конкуренции. Китай тоже не дураки, цену тоже накинут. А как считаете вы, если в России осталось производство шин, а сырье свое дармовое, то с какого переворота цены уже взлетели в 2 раза? Пишите в комментариях.